Как изменить привычный мир? Нужно написать историю, которая оставит яркий след. След, который не сможет уничтожить время. След, о котором будут помнить всегда. Добро пожаловать в мир, который изменит ваше сознание. Добро пожаловать в мир, который изменит ваше представление о играх. Добро пожаловать в Silent Hill. Легендарную игру, которая оставляет неизгладимый след в сердцах миллионов игроков. Готовы ли вы окунуться в океан эмоций и страха? Silent Hill – это не просто игра, это величайшее произведение искусства, которое заставляет нас ощутить глубокую пустоту, непреодолимую боль, грусть и неуемный страх. С каждым шагом в этом мрачном мире мы погружаемся в эмоциональную атмосферу, которую невозможно забыть. 31 января 1999 года этот день запомнится навсегда. С этого дня прошло уже 24 года, и Silent Hill продолжает быть символом нестареющей классики. Каким образом эта игра появилась на свет? Какой путь прошли ее создатели, чтобы воплотить эту невероятную вселенную? Приготовьтесь к незабываемому путешествию в историю Silent Hill. Я расскажу о ее рождении, творческом процессе и вдохновении, приведшем к созданию этого шедевра. Приглашаю вас устроиться поудобнее, налить чашечку ароматного чая и окунуться в мир Silent Hill. Только предупреждаю, этот ролик будет страшно и увлекательно захватывающим. Готовы ли вы принять вызов и открыть двери? Поехали! Япония. Компания Konami. Для кого-то это станет открытием, но Konami до преобразования своего бизнеса занималась арендой и ремонтом музыкальных автоматов. Далее основатель и глава компании Кагемаса Кадзуки понял, что видеоигры – это будущее, и компания изменила свое направление деятельности. Таким образом, в 1973 году была выпущена первая видеоигра компании, которая через год получила экспорт в США. Первый успех на западном рынке принесли Konami такие проекты, как Frogger, Scramble и Super Cobra 1981 года. А с успехом приходят деньги, и компания постоянно разрасталась и развивалась. Так как это Япония, ни для кого не секрет, что в большой компании появляются свои правила и устои, которым каждый работник должен будет придерживаться. Konami не стала исключением. В компании существовало одно правило, которое гласит: не бывает плохих работников, бывают плохие генералы. Это значит, что рядового работника не станут сразу увольнять, если он не справляется со своими обязанностями. По удивительному стечению обстоятельств, одним из таких работников был Кейтиро Тояма. Шел 1996 год, и Тояма получил свой последний шанс. Он и ряд других неопытных работников были расформированы в новую студию под названием Team Silent. Задача команды состояла в создании проекта, клона популярный на тот момент Resident Evil. Боссы Konami хотели изобрести игру, ориентированную на западную аудиторию. Однако не все пошло по плану. Команда неудачников во главе с 18-летним Тойомой топтались на одном месте. Все идеи пресекались боссами на корню. Шло время, тягость увольнения все больше давила на разработчиков, а последняя надежда боссов Konami угасала. В итоге начальство ослабило свой хват, и это стало спасательным кругом для команды. Они выдохнули и принялись за последнюю работу в ожидании неизбежного увольнения. Так как Team Silent состояла в основном из молодых разработчиков, которые мир видели только на картинках, вдохновение для своей игры они стали черпать из рассказов знаменитого писателя Стивена Кинга. Это был первый шаг в правильном направлении. Никто другой не умел передавать на белых страницах простую американскую жизнь. Жизнь обычных людей, с которыми приключаются фантастически необычные обстоятельства. Дальше разработчики пришли к единой идее – взять лучшее и перенести на экраны мониторов. Наша цель – вызвать страх на уровне первобытных инстинктов, создать атмосферу тревоги, постепенно разъедающей душевное спокойствие. Так выразился Акихиро Имамура, программист и один из авторов концепции Silent Hill. С чего же начинается страх? Как правило, страх начинается с места. Этим местом и стал вымышленный город под названием Silent Hill. Принято считать, что прообразом Тихого холма стал американский город-призрак под названием Сантрелия. И не без основания.
В далеком 1962 году из-за небольшой ошибки пожарных в городе загорелись подземные шахты. Это было началом конца. Огромная сеть тоннелей полыхала ярким и адским пламенем. Какое-то время людям удавалось бороться с ненастьем, но в итоге жить стало невозможно. Так город постепенно превращался в безлюдное место, окутанное дымом. Для одних трагедия, для других пища для фантазии. Однако настоящим прародителем Silent Hill'а считается город-призрак Мацуо Кузан. В одном из своих интервью Кейтиро Таяма отметил, что студия не использовала реальное место при создании Тихого холма, однако он проговорился о возможном источнике вдохновения Японии. Основываясь на данных высказываниях и познакомившись с историей японских городов, можно сделать вывод, что Мацуо Кузан — это настоящий Silent Hill. В период своего процветания этот город являлся крупнейшим местом по добыче серы. Однако в 1969 году город был закрыт и покинут. Это место до сих пор славится своими приливами и отливами густого тумана. Город погребен в серой пелене, из-за которой не всегда можно его найти. Многие искатели призраков до сих пор приезжают в Мацуо, чтобы воочию взглянуть на заброшенные дома и оставленные вещи. Город брошен и тих. И перед тем, как мы окунемся в основной сюжет душераздирающей истории, предлагаю узнать краткую предысторию событий. Итак, Гарри Мейсон, писатель, публицист. В старшей школе он встречает свою первую любовь, девушку по имени Джоди. После нескольких свиданий они влюбляются друг в друга и в дальнейшем официально узаконивают свои отношения. Спустя 6 лет, когда Гарри было 25, они находят подарок судьбы – брошенного ребенка на обочине дороги. В связи с тем, что Джоди из-за болезни не могла иметь детей, пара решает удочерить найденную девочку, которую впоследствии называют Шерил. Спустя 3 прекрасных года Джоди тяжело заболевает и умирает. Так, 9 лет совместной жизни Гарри и Джоди заканчиваются, оставляя его одного с Шерил. Боль, скорбь и одиночество. Так можно описать следующие 4 года, которые Гарри растил Шерил в одиночку. Чтобы отдохнуть от повседневных переживаний и многолетней усталости, Шерил уговаривает Гарри взять отпуск и поехать в курортный город, в тот самый Silent Hill. Семья прибывает на окраину Silent Hill ночью. Темная и извилистая дорога сопровождает их. Подъезжая к городу, Гарри замечает силуэт незнакомой девочки, внезапно появившейся на их пути. Чтобы избежать аварии, Гарри резко поворачивает руль автомобиля, и машина улетает в кювет, после чего он теряет сознание. Придя в себя, Гарри видит, что Шерил исчезла. Так начинается главная история. Первые шаги в мрачном городе сопровождаются тишиной и одиночеством. В белой пелене тумана Гарри замечает очертания девочки. Может быть, это Шерил? Отцовский страх заставляет Гарри отпуститься вслед за туманным силуэтом маленькой девочки. Шаг за шагом, погружаясь во мрак, Гарри сворачивает на узкие улочки города. Шаг за шагом, и тьма окутывает его с головой. Чем дальше продвигается главный герой, тем сильнее меняется город, раскрывая свои тайны и ужасы. Кровь, толпы неведомых существ, монстры. Секунду назад Гарри находился в обыденном туманном городе, но сейчас Silent Hill показал свою истинную сущность. Потусторонний мир. Из темноты выползает нечисть, пропитанная злобой и жаждой смерти. Серые дети, так их называют. Они напоминают маленьких детей, вооруженных холодными орудиями. Это первые отбросы города, с которыми сталкивается главный герой. Они несут страх и ужас, нападая на Гарри и заставляя героя упасть на ржавый, пропитанный кровью асфальт. Прошло некоторое время, и Гарри проснулся в заброшенной закусочной под названием «От 5 до 2». Улица опутана светом дня, а ночной кошмар отступил. Холодный пот выступил на его лбу, и перед ним появилась новая фигура – Сибил Беннет. Это полицейская из Бармса, отправленная в Silent Hill для расследования отсутствия связи с местной полицией. Разные обстоятельства привели их в этот мрачный город, где судьбы стали тесно переплетаться. Постепенно завязался диалог между ними, и Гарри поделился своей историей о дочери. Сибил с недоверием передала ему свой пистолет и отправилась искать подмогу, оставив любящего отца в одиночестве в закусочной. Глядя вокруг, Гарри принял решение покинуть кафе, но скрежет радио, лежавшего на столе, заставил его остановиться. Что это? А? Радио? Что там такое с этим радио?
Притянутый странным звуком, он подошел к радио. И вот, новый монстр, воздушный крикун, ворвался в закусочную. Существо напоминало птеродонта. Его бледная и мерзкая кожа покрывала все тело. 3 когтеподобных пальца выделялись на его ногах, а вытянутая голова имела 2 боковые челюсти и рыбий взгляд. Его мобильность была поразительной, и в удобный момент он мог клюнуть главного героя, нанося непоправимый урон. Пистолет стал единственной защитой от этой проворной твари. Гарри сделал несколько выстрелов, после чего летящий ужас рухнул на пол заброшенного заведения. Путь чист, и пора разузнать, куда исчезла Шерил. Без единой подсказки Гарри решает еще раз исследовать загадочный переулок. Пустой город утопает в зловещем тумане. Мрачная тишина нарушается мерзким скрежетом радио, предвещающим неизбежную стычку с еще одной угрозой Сайлент Хилла – монстрами, известными как скулящие. Эти тощие, отвратительные существа, покрытые гниющей коричневой кожей, напоминают собак. Их чуткий слух позволяет им быстро находить Гарри в любом уголке города. Скорость и ловкость – их главное оружие. Эти скулящие нападают беспощадно и агрессивно, делая ближний бой почти бесполезным. Лучший способ выжить – избегать их внимания, но если вас все же обнаружили, то бегство или огнестрельное оружие – единственные верные решения. Чередуя бег и огнестрел, Гарри снова оказывается в тесном переулке, где находит первую подсказку, связанную с Шерил. Записка с одной лишь надписью «В школу». Исследуя туманные улицы города, Гарри находит спрятанные ключи, которые открывают единственный возможный путь к школе. 3 замка, 3 ключа. Собрав все составляющие городской головоломки, Гарри открывает доступ к ранее закрытой части города, направляющей его к начальной школе Мидвич. Темные коридоры сопровождают главного героя в его школьном путешествии. Школа кишит серыми детьми, делая путь Гарри все опаснее с каждым школьным кабинетом. Нехватка патронов, отсутствие света и глубокая тишина, нарушаемые появлением монстров, давят и заставляют находиться в постоянном напряжении. Исследуя школу, Гарри понимает, что открыта лишь одна часть здания. Чтобы попасть в другую часть, ему придется разгадать несколько загадок и открыть двери часовни. После выполнения этой задачи и проникновения во внутренний двор, Гарри осознает, что попал в потусторонний мир Сайлент Хилла. Темнота окутывает все вокруг. Холод проникает в кости, а повсюду ржавчина. Туманный город перестал быть тихим, звук скрежета металла, обрывки плоти и запах смерти. Все это наяву. Это не место для живых. Задача – найти Шерил как можно быстрее. Открывая одну дверь за другой, Гарри сталкивается с новой угрозой – гигантскими насекомыми, известными как ползающие. Эти твари быстро передвигаются и реагируют на свет. При первой же возможности они бросаются на главного героя, кусая его за ноги. Лучший способ противостоять им – давить ногами, словно тараканов. Каждый новый поворот таит непредсказуемую опасность. Школа превращается в кошмар для Гарри, который не сдается и продолжает искать свою дочь, рискуя собственной жизнью. Шаг за шагом риск приводит героя в комнату с неработающими стационарными телефонами. Мимо холодных стен проходит любящий отец, когда вдруг телефон зазвонил. Шерил! Гарри поднимает трубку и на другом конце слышит голос Шерил. Детский, тревожный и напуганный голос, молящий отца о помощи, а затем связь обрывается. На мгновение сердце любящего отца сжимается, а страх потери наводит Гарри на решительные действия. Преодолевая уже до боли знакомые трудности, Гарри сталкивается с новой угрозой – гигантским существом под названием Раздельноголовый. Это ужасное создание настойчиво движется в сторону
главного героя, пытаясь нанести смертельный удар. Внешне монстр напоминает огромного ящера. Передвигаясь медленно, убийца стремится поразить Гарри своей массивной головой. Мгновение промедления, и тварь раскроет свою широкую, беззубую челюсть, полностью поглощая Гарри. Одержав победу над наступающей смертью, все замирает в пустой темноте. Перед героем мелькает девочка, которая мгновенно исчезает. Мир возвращается на свои места. Silent Hill выбирается из мрака потустороннего мира. На том месте, где была девочка, появляется ключ. Тишину городской школы прерывает звон церковного колокола. Не найдя Шерил в школе, Гарри решает выяснить, кто звонит, и отправляется к Балканской церкви. Проходя по длинным и туманным улицам старого Сайлент Хилла, Гарри наконец достигает Балканской церкви. Внутри он встречает женщину, погруженную в молитвы. Без лишних слов женщина вручает ему загадочный предмет и просит отправиться в госпиталь. Секунды немого обмена взглядами говорят больше, чем многочасовой разговор. С новой целью и недоверием в сердце Гарри отправляется к госпиталю Алькемила. Его шаги звучат приглушенно в тишине улиц, где давно уснувший город хранит свои тайны. Пройдя через мост, Гарри вступает в центральный Silent Hill. Новый вид монстров, известных как шумные, внезапно появляются на его пути. Гуманоидные существа, постоянно совершающие прыжки, меткими движениями стремятся настигнуть героя и свалить его на землю. Летальный укус может быть следующим шагом, если не бросить вызов этой опасности. Следуя по новым улицам, мимо опасных созданий, Гарри достигает госпиталя Алькемила. Здесь он натыкается на еще одного пленника города, доктора Майкла Кауфмана. Стойте! Я сюда не драться пришел. Я Гарри Мейсон. Я сюда приехал в отпуск. Слава богу, другой человек. Кто вы? Я доктор Майкл Кауфман. Работаю в этом госпитале. Не расскажете мне, что тут творится? Без понятия. Я заснул в ординаторской, после чего все уже было вот так. Кажется, все куда-то исчезли. И снег идет в это время года. Что-то явно пошло не так. Вы видели чудовищ? Видели что-нибудь подобное? Или слышали хоть когда-нибудь? Мы оба знаем, что такого не бывает. Да. Вы не видели здесь девочку? Я ищу свою дочь. Ей всего 7. Короткие темные волосы. Она потерялась? Но в округе столько чудовищ. Я сомневаюсь, что она... Простите, не хотел вас пугать. Ваша жена, она с вами? Она умерла 4 года назад. Остались только я и моя дочь. Ясно. Мне жаль. Пожалуй, я лучше пойду. Я не могу просто сидеть здесь, сложа руки. Удачи вам. После короткой беседы доктор исчезает в неизвестном направлении, оставляя Гарри внутри госпиталя, который он начинает исследовать. Кабинет за кабинетом, этаж за этажом. Гарри спускается на 4-й уровень госпиталя. Реальность сменяется потусторонним миром, и привычно спокойное место погружается в тьму и ужас.
Среди мрака Гарри замечает силуэт незнакомой девочки, но он не может позволить себе отвлечься, так как его цель — Шерил. Ржавые коридоры направляют его на 3-й этаж, где он встречает новое чудовище — медсестру-марионетку. Ее мрачные стоны наполняют воздух, а на спине виден зловещий паразит, словно паутиной, переплетенный с ее телом. В правой руке она держит хирургический скальпель, готовый поразить главного героя. Но Гарри продолжает двигаться вперед, вглядываясь во мрак с помощью небольшого фонаря, несущего свет в темных коридорах госпиталя. В смотровой больнице Гарри сталкивается с напуганной медсестрой по имени Лиза Гарланд. Наконец-то. Хоть кто-то нормальный. Кто вы? Меня зовут Лиза Гарланд. Гарри, скажите, что здесь творится? Куда все делись? Видимо, я упала в обморок. А когда пришла в себя, все исчезли. Это ужасно. Значит, вам тоже ничего не известно. Отлично. Не понимаю. Все это словно дурной сон. Настоящий кошмар. Вы не видели здесь маленькую девочку? 7 лет, короткие темные волосы. Девочка 7 лет? Она ваша дочь? Да, 7-летняя девочка. Не знаю, я все это время была без сознания. Простите. ничего. Вам что-нибудь известно обо всей той... Ее встреча была неожиданной и поразительной. Девушка буквально бросилась к нему, словно в попытке найти защиту. Под этой маской страха в глазах Лизы читалась надежда на какие-то ответы. В ходе диалога Гарри сумел выяснить, что Лиза также оказалась втянутой в этот кошмар. Она не имела никакого представления о том, что происходит в городе, и ее невинные глаза искренне молили о помощи. Но тут что-то произошло. Гарри почувствовал странную слабость, и мир помутился перед его глазами. Он рухнул на пол, а потом, когда пришел в себя, понял, что находится вновь в другой реальности. Перед Гарри возникает женщина. Ты опоздал. Это вы? Да, далее Гиллеспи. Расскажите мне, что вообще происходит? Тьма. Город пожирает тьма. Сила должна превозмочь мелочное желание. Этот день настанет. О чем вы говорите? Я ни слова не понял. Узри же собственными глазами. В городе есть другая церковь. Отправляйся туда. Это превыше моих сил. Лишь ты сможешь закончить это. Далия Гиллеспи. Ее решительный взгляд и слова предупреждения о символе Самаэля заставляют Гарри задуматься. Далия указывает на другую церковь и оставляет героя в одиночестве с его мыслями. Оставшись без плана, Гарри снова выходит на улицы Сайлента. Его путь переплетается с непроглядным снегом, туманом и монстрами. В антикварном магазине он находит тайный проход. Внезапно появляется Сибил, и они начинают беседу. Что это? Гарри! Сибил? О, рада, что ты цел. Все еще хуже, чем я думала. Безумие. Что ты здесь делаешь? Я думал, ты уехала. Просто увидела, как ты сюда зашел. Я не смогла выбраться.
Все выезды перекрыты. Машины не заводятся. Любая связь тоже недоступна. Ее рассказ о беспокойстве в поиске выхода из города поднимает в Гарри надежду, что он не одинок в этом кошмаре. Немного побеседовав, девушка обращает внимание на темный проход. Что это? Только что нашел. Есть ли там что-нибудь? Давай посмотрим. И герои решают узнать, что находится на другом конце. Первым проходит Гарри, и вот он оказывается перед странным алтарем, на котором стоит загадочная чаша. Гарри чувствует, как что-то странное притягивает его внимание к этой чаше, словно магнит. Он не может устоять и приближается. Словно после глубокого сна, Гарри вновь очутился на больничной койке. Перед ним сидит Лиза, смотря на него с волнением. Лиза? Значит, я в больнице. Ты видел плохой сон? Да? Ты неважно выглядишь. Все хорошо? Все хорошо. Не беспокойся. Что ж, раз ты уверена. Лиза, ты знаешь Далию Гиллеспи? О да, эту чокнутую Гиллеспи. Местная знаменитость. Она ни с кем не говорит, поэтому я мало что о ней знаю. Она тронулась умом, когда у нее ребенок погиб при пожаре. Она сказала, что город пожирает тьма. Ты знаешь, что она имела в виду? Город пожирает тьма. Да, думаю, знаю. Прежде чем город стал курортом, горожане просто варились в общем котле. Все исповедовали странную религию. Жуткий оккультизм, черная магия. Когда молодежь уезжала, люди считали, что их призвали боги. Очевидно, подобное творилось здесь все время. До появления курорта ничего не менялось. Все пытались списать свои беды на чьи-то происки. Потом пришло много новых людей, и старожилы стали все замалчивать. Секта. Последний раз я слышала о ней уж очень давно, когда несколько человек погибли при несчастных случаях. Все считали это проклятием. Прости, что-то меня понесло. Она начинает рассказ, и ее слова проникают в сознание Гарри. Она посвящает Гарри в небольшую биографию Далии Гиллеспи, и героя снова окутывает чувство смещения реальности и вымысла. Но он не останавливается. Даже если граница между мирами тонка, он продолжает свое непоколебимое странствие. Озеро остается его ориентиром, его надеждой в этом мраке. Проникая в глубины городского торгового центра Сайленд-Хилла, Гарри внезапно оказывается в центре нового кошмара. Столкновение с боссом, известным как Двуусый. Монстр с видом гигантской личинки наводит ужас на Гарри. Скрываясь в грунте, он выскакивает из-под земли, извергая ядовитые снаряды в сторону героя, способные в мгновение ока лишить Гарри жизни. Схватившись с монстром в смертельной схватке, Гарри наконец одолевает его. Потерявший силы, Двуусый временно падает на песок, свернувшись в комок. Пауза лишь на мгновение, и монстр снова принимает свою угрожающую форму, выбираясь из помещения, создавая пролом в стене. Этот же путь становится выходом и для Гарри. Оказавшись снаружи, измотанный и истощенный герой решает вернуться к уже знакомому госпиталю. Пробегая по Сайленд-Хиллу, Гарри замечает, как мир вокруг меняется. Снег и туман уступают место беспрерывному дождю, а атмосфера города наполняется тьмой. Мир вокруг стал еще более угрожающим и мрачным, а монстры приобрели еще более зловещий вид, готовые навести ужас на главного героя. В госпитале Гарри снова встречает Лизу. Ее лицо выражает ужас. Девушка умоляет героя не оставлять ее в этой зловещей больнице. Рад, что ты в порядке.
Слава богу, ты вернулся. Мне тут так страшно одной. Теперь я здесь. Я тоже беспокоился. Я очень рад тебя видеть. Лиза, можешь сказать, как добраться до озера? До озера? По шоссе Бахмана. Дорога обвалилась. Это единственный путь туда. Однако Гарри просит Лизу рассказать ему, как добраться до озера, и с обещанием вернуться за ней он отправляется на поиски Шерил. Следующий этап – путешествие в канализацию. Казалось бы, Гарри уже видел все в этом заброшенном городе, каждый угол и каждую тварь, но Silent Hill всегда готов подкинуть новые, удивительные испытания. Новый босс, известный как Парящее Жало, оказывается одним из них. Это ужасное существо напоминает гигантского мотылька. Его острое жало поражает как хирургический скальпель, а яд, который выпускает мотылек, может погубить даже самое живучее существо. Гарри сталкивается с этим кровожадным врагом, и битва становится самой тяжелой в его приключении. Но герой сумел одолеть Парящее Жало, и потусторонний мир начинает отступать, уступая место Туманному. Как только Гарри попадает в канализацию, перед ним разворачиваются длинные и запутанные коридоры. Каждый шаг оказывается на грани жизни и смерти, потому что смертоносные насекомые и другие опасные твари поджидают на каждом метре этого мрачного лабиринта. Но Гарри не останавливается. Постепенно, исследуя темный путь, он находит выход, вырываясь из этой кошмарной сети. Темный лабиринт канализации сменяется темными улицами города. Гарри, минуя одну улицу за другой, ощущает, как что-то странное начинает происходить. Город начинает изменяться перед его глазами, а потусторонний мир начинает постепенно распространять свои корни в реальность. Снег сменяется проливным дождем, туман превращается в непроглядную тьму. В этом странном и изменившемся городе Гарри встречает Сибил. Они пытаются разгадать происходящее. Гарри, Как ты сюда попала? по канализации. Это ты сломал замок? Да. Рад, что ты добралась. Я переживал. Переживал? Куда ты пропал тогда? Ладно, забудь. Хочу знать, что же здесь происходит. Но к их беседе присоединяется Далия. Ее слова словно предсказания. Демон пробуждается, расправляет крылья. Далее Гелеспи. Тьма скоро полностью поглотит город, но есть способ остановить это. Далия отправляет героев к маяку и в парк развлечений, обещая, что там можно найти ответы, которые помогут изменить ход событий. Таким образом, вновь Гарри и Сибил разлучаются, двигаясь к своим целям. Прибыв на маяк, Гарри сталкивается с загадочной девочкой, которая до сих пор оставалась ему незнакомой. Перед ним вырисовывается странный символ на полу. Внезапно, как в сказке, девочка исчезает в воздухе, оставив лишь вопросы. Глаза Гарри фиксируются на таинственной отметине на земле, словно подсказки, в которой заключены ответы. С решимостью он направляется в парк развлечений, навстречу с Сибил. Сквозь мрак темных улиц, снова в канализацию. В самых глубинах этого зловещего лабиринта на его пути появляются царапающий с потолка и чавкающий. Первые из них напоминают странный гибрид богомола и кузнечика с острыми когтями, которые создают жуткий скрежет, а вторые — гуманоиды, как будто вышедшие из ночных кошмаров. Оба вида монстров, хотя и разные по внешнему виду, схожи местом обитания и стремлением атаковать Гарри своими острыми когтями. Пройдя через еще один тернистый участок, Гарри достигает парка, где сталкивается с Сибил. Девушка усажена на кресло-каталку. Очевидно, что что-то не так, глаза ее покрыты красной пеленой. Сибил без всякого предупреждения нападает на главного героя. В процессе нападения Гарри решает выбросить на Сибил красную жидкость, вынуждая ее потерять сознание и упасть на землю. Из неподвижного тела девушки вылезает тот же паразит, что управлял телами и разумом медсестер в больнице. Паразит погибает, а Сибил приходит в себя. В это время Гарри рассказывает Сибил историю о появлении Шерил. Затем он сталкивается с уже знакомой до сих пор загадкой
загадочной девочкой. Девочка, используя магические способности, отталкивает Гарри и словно создает невидимую стену. Тем временем в кармане куртки Гарри замечает яркий свет. Свечение исходит от предмета, который он недавно получил от Далии. В мгновение вспышки Гарри как будто исчезает, и девочка падает на землю, словно под действием удара. Из темноты появляется Далия, которая обращается к девочке по имени Алесса. Из их диалога становится ясно, что Алесса ее дочь, которую мать много лет пыталась поймать и, кажется, наконец-то добилась успеха благодаря Гарри. Вот мы и встретились, Алесса. Далия Гиллеспи? Где Шерил? Где она? Алесса, твоей маленькой игре пришел конец. Мама? Так она... Ты ужасная негодница, да, Алесса? Нехорошо. Ты избежала нашего заклятия. Но мама не знала, как ты выросла. Потому и не могла сама тебя поймать. Ну, какая жалость, да? Скажи спасибо этому дяде, он помог. Через минуту Гарри снова просыпается в больнице, рядом с Лизой. На этот раз девушка выглядит еще более напуганной, чем прежде. Лиза рассказывает о подвале, который она посетила в его отсутствие. Однако она не может вспомнить, что увидела там. Эта ситуация оказывает на нее давление. Герой пытается успокоить ее, но Лиза просто уходит, оставляя Гарри. С этого момента наш главный герой оказывается в искаженном мире под названием «Нигде». Это уникальная часть потустороннего мира, до сих пор не посещенная Гарри, окутана пеленой неведомых кошмаров. Внутри Нигде раскинулся своего рода кошмарный лабиринт, где переплетаются области кошмаров Алессы. Сначала могло показаться, будто он находится в уже знакомом старом госпитале потустороннего мира, но в этом месте все подвержено искажениям. Каждая следующая комната — это отражение ужасов из жизни Алессы. Здесь ее страхи, боль и ненависть, через которые она прошла. Одна за другой комнаты передают этот мрачный отрывок ее сущности, и Гарри пытается осмыслить ее страдания. В этом кошмарном лабиринте он вновь находит Лизу. Она встречает его, и девушка просит героя остаться с ней. Постепенно приближаясь к Гарри, Лиза начинает истекать кровью. Ее облик становится жутким, и в глазах героя мелькают ужас и страх. В этот момент его основательно встряхивает, и он решает сбежать от этого кошмара. Гарри продолжает свое путешествие по таинственному Нигде, где встречает воспоминания из прошлого, Далию, Кауфмана и несколько докторов, стоящих вокруг госпитализированной Алессы. Он в ее утробе. Это еще не конец. Половина души потеряна, поэтому семя дремлет. А остаток души в оболочке покоится в подсознании. Они обсуждают возможность извлечения магической силы из девочки и планируют провести ритуал, чтобы восстановить вторую половину Алессы. Этот момент становится ключом для Гарри, помогая ему понять, почему он оказался в Сайлент-Хилл вместе с Шерил. Продолжая свой путь, Гарри сталкивается с Далией, Сибил и загадочной фигурой в инвалидной коляске. Разговор с Далией раскрывает, что она принесла свою дочь в жертву ради ритуала, который предназначен для рождения Бога. Таинственной фигурой оказывается тело Алессы. Рядом с ней находится астральная проекция в виде Шерил. В ходе разговора астральная фигура воссоединяется с телом, превращаясь в Богоматерь, которая мгновенно убивает Далию. Гарри вынужден сразиться с Богоматерью в неровной схватке. После трудных усилий Гарри побеждает, но тут он слышит голос своей дочери. Папа! Шерил! Спасибо, папа! Прощай!
прощающаяся с ним, Гарри осознает ужасную правду. Боль и потеря охватывают его, и он падает на колени, лишенный сил. Гарри потерял дочь, ради которой он преодолел все испытания. Мир начинает рушиться, небо заполняют яркие языки пламени. Гарри, опустошенный и сломленный, готов смириться со своей участью, но Сибил дает ему холодную пощечину, вернув в реальность. Так завершается грустная история Гарри, история отца, потерявшего все. Однако стоит отметить, что данная концовка является только одной из 5, о которых я расскажу позже. А теперь, если вы впервые проходите Silent Hill, у вас несомненно возникнет много вопросов. И настал момент, когда я расскажу обо всем. Давайте начнем с самого начала. Как вы, возможно, уже понимаете, Silent Hill был обычным городом, ничем не выделяющимся из тысячи других. Однако его истоки тесно связаны с духовными святынями коренных американцев. Из древних летописей следует, что местные индейцы почитали бога, известного как Ворон, позже переименованного под воздействием иммигрантов, вытеснивших индейцев с их священных земель. Так и началось становление города и местного ордена. Со временем развития разнообразных религий сторонники ордена начали сталкиваться с оппозицией местных жителей. Так, в 1692 году во время салемских судов была сожжена Дженнифер Кэрролл, одна из основателей ордена. Это событие являлось первым вехом в борьбе христиан за местную власть, что привело к ослаблению ордена и частичному его распаду. Прошли годы, но к началу 1900-х орден снова начал привлекать новых сторонников, хотя местные жители оставались недовольны. Это заставило общину действовать в тайне. Со временем культ проник во все сферы жизни города, обретая влияние и силу. Одной из ключевых фигур в ордене стала Далия Гиллеспи. Благодаря угольной компании своих родителей, Далия получила доступ к религиозным традициям коренных жителей, захороненных в ущелье Дэвис Пит. Они стали фундаментом для верований ордена. В период правления ордена Далия становится матерью Алесы. У девочки с самого рождения появляются сверхъестественные способности. Воспитанная по правилам культа, Далия приходит к убеждению, что способности дочери являются знаком бога. Мать решает принести девочку в жертву ради возрождения бога. Во время ритуала Далия должна была заживо сжечь Алесу в их собственном доме. Однако план провалился из-за случайного вмешательства Трэвиса Грейди. Но Далия не останавливается, и благодаря помощи доктора Кауфмана полумертвое тело Алесы перемещается в больницу Алкемилла. Там, будучи на грани смерти, девочка разделяет свою душу на 2 части, чтобы предотвратить будущее возрождение бога. Так появилась Шерил. Однако Далия не сдавалась и прилагала все усилия, чтобы найти другие способы возрождения бога. Узнав об этом, Алеса решила призвать Шерил обратно, чтобы разрушить планы матери. Именно с этого момента в истории города появляются Гарри Мейсон и Шерил. Возможно, у вас возник закономерный вопрос: почему город меняется? Откуда в городе берутся монстры? Почему происходят сверхъестественные способности, если бога так и не воскресили? Ответы на эти вопросы довольно просты. Все события в городе связаны со сверхспособностями Алесы. Фактически, Алеса представляет собой связующее звено между городом и потусторонним миром. Во-первых, Алеса стала инкубатором для бога. Это означает, что ее сила выросла до невообразимых масштабов. Она обрела способность влиять на реальность, что в конечном итоге повлияло на окружающее пространство города. Сейчас я считаю своим долгом вернуться к началу истории Гарри, чтобы более тщательно описать вмешательство Алесы. Для этого давайте пройдемся по уже известным местам, монстрам и людям, которых встретил Гарри. Это поможет нам лучше понять, как Алеса влияла на происходящее. Как мы уже знаем, Гарри имеет возможность путешествовать между разными измерениями Silent Hill'а. Первое измерение, в которое мы попадем, представляет собой обычный, погруженный в туман Silent Hill. Вы уже знаете, что Алесу сожгли, но она не погибла. С этого момента прошло 7 лет до прибытия Гарри в город. Эти годы Алеса оставалась в больнице, привязанной к койке. Вероятно, ее тело переживало стандартные стадии реабилитации. После такой трагедии она постоянно находилась в состоянии сна, и, как известно, сон имеет разные фазы. Таким образом, туманный мир можно сравнить с фазой
медленного сна. В этой фазе Алеса оставалась в бессознательном состоянии, что затрудняло ей полный контроль над тем, что происходит вокруг нее. Это объясняет, почему туманный мир считается более безопасным, хотя и заселенным монстрами, которые ассоциируются с глубокими слоями подсознания девочки. Туманный мир — это прошлое Алесы в городе. Это ее мир, где она не подвергается внешнему воздействию, но поддается обычным детским страхам, таким как собаки, насекомые, змеи и другое. Это были ее обычные дни, проведенные в одиночестве, уходя от школы, где над ней постоянно издевались, и от матери, которая жестоко наказывала ее. Именно в туманном мире Гарри впервые встречает Алесу. Возможно, девочка решает явиться герою из-за ее привязанности к Шерил. Таким образом, он становится первым человеком, который проявил такую невероятную привязанность к девочке, и поэтому Алеса не испытывает к нему страха. Напротив, она хочет, чтобы Гарри помог Шерил. Всеми возможными способами она старается помогать главному герою. И именно в этот момент Гарри впервые попадает в потусторонний мир. Этот мир уже переплетает искаженную реальность психики девочки. Злоба и ненависть Алесы оставили след в этом мире. Здесь появляются боль от постоянных унижений со стороны одноклассников и злость на отношения матери. Эти эмоции делают мир более мрачным и безжалостным. В этом мире Гарри сталкивается с серыми детьми. Эти существа являются воплощением одноклассников Алесы, которые насмехались и издевались над девочкой из-за ее способностей. Даже как монстры, дети сохраняют свой смех и пытаются атаковать Гарри, что символизирует их отношение к Алесе. Важно отметить, что при перемещении из одного мира в другой меняется не только оформление локаций в игре, но и облики монстров. Первое, поистине безопасное место, в которое попадает Гарри, это закусочная. Возможно, кафе осталось без изменений, ибо это одно из тех мест, где Алеса могла чувствовать себя более или менее в безопасности. Там он встречает Сибил. Подробности о том, как Гарри оказался в кафе, остаются неясными, но вероятно, Сибил проследила за ним до переулка и перенесла, когда он потерял сознание. Несмотря на безопасный вид закусочной, твари могут проникнуть внутрь, и именно это и происходит, когда на Гарри нападает воздушный крикун. Крикун – создание из любимой книги Алесы, затерянного мира Артура Конан Дойла. В разных мирах монстры принимают разные формы. Вторая версия крикуна называется «Порхающий в ночи». Он схож с человеком, но его голова покрыта массой червей. Единственной подсказкой для Гарри становится переулок, который связан с начальной школой Мидвич. На пути он сталкивается со скулящими. Эти монстры вытекают из детской травмы Алесы. Когда-то стая собак напугала девочку своим лаем, и отсюда их облик. В потустороннем мире они превращаются в червеголовых, где их головы покрыты червями. Начальная школа Мидвич играет важную роль. Это место становится ключевой локацией для осознания событий. Переходя между мирами, школа первой претерпевает изменения. Ее религиозная направленность и влияние ордена делали ее идеальным местом для Алесы и ее способностей. Тем не менее, несмотря на статус ее матери, школьные товарищи относились к Алесе жестоко, издеваясь и насмехаясь над ней. Именно в этой атмосфере сформировались монстры, которые отражают ее отрицательные воспоминания. Серый ребенок и крадущийся воплощали негативные переживания Алесы по поводу одноклассников. Их писки, выкрики и смех символизировали школьные издевательства. Перед Гарри открывается первый босс, раздельноголовый. Это творение Алесы, вдохновленное ее фантазиями и сказкой «Охотник и ящер». Шум от бойлера в школе вдохновил ее на создание страшного образа, который она воспринимала как ящера. Этот образ стал основой для раздельноголового. Продвигаясь по сюжету, Гарри впервые сталкивается с Делией Гиллеспи. Женщина старается завоевать доверие Гарри, утверждая, что предсказала его прибытие. Она вручает ему Флаурос и направляет его в госпиталь Алькемила. В ходе развития сюжета становится ясно, что Делия намерена использовать Флаурос, чтобы схватить Алесу и лишить ее сил, завершив
завершив ритуал возрождения бога. В госпитале Гарри встречает Майкла Кауфмана. Майкл и Далия были членами Ордена и преследовали общую цель. Однако Майкл осознал, что Далия обманывает его, и рождение бога может привести к нежелательным последствиям. К моменту появления Гарри Майкл уже собирался покинуть город, но прибытие Шерил сделало это невозможным. В дальнейшем Майкл играет важную роль в сюжете, так как его скептицизм побудил создать жидкость под названием Агла-Афотис. Этот препарат обладает способностью рассеивать демонические силы. Госпиталь Алькемила также играет значимую роль. В ходе развития сюжета становится ясно, что после первого неудачного ритуала, в котором Олеса обгорела, Далия привела дочь в этот госпиталь, находившийся под контролем Кауфмана. Олесу на грани жизни и смерти поместили в одну из палат, где поддерживали ее жизнь и разрабатывали новый план возрождения бога. В течение следующих 7 лет Олеса пробыла в больнице, где она начала испытывать ненависть к персоналу, что впоследствии выразилось на образе медсестер-марионеток. Эти монстры символизировали страх Олесы перед медицинским персоналом. Один из ключевых персонажей клиники – Лиза Гарланд. Лиза была заботливой и доверчивой девушкой. Работая на Кауфмана, ее задачей был уход за Олесой. В моменты встреч Гарри и Лизы становится ясно, что Лиза не имела представления о планах Далии и Майкла. Тем не менее, поведение Лизы было странным. Она чувствовала постоянную тревогу и видела галлюцинации. Это было следствием наркотика, подсунутого Кауфманом. Олеса из-за своей доброты не превратила Лизу в одну из медсестер-марионеток. Возможно, Олеса стерла часть памяти Лизы, чтобы та не осознавала ужас происходящего. В дальнейшем Лиза все же узнает правду и сыграет важную роль в финале игры. И теперь, поговорив о каждом герое, которого Гарри встретил на своем пути, можно постепенно переходить к разным концовкам. И так как я говорил ранее, мы можем получить 5 концовок, и у каждой есть свои способы получения. Начнем с концовки под названием «Хорошая плюс». Для ее получения необходимо соблюсти несколько условий. Выполнить побочный квест с доктором, Гарри должен наведаться в мотель Нормана и найти ключ от мотоцикла, в котором находится еще один флакон с Агла-Афотисом, после чего появится Кауфман и заберет флакон. Вторым условием является спасение Сибил от паразита. И если все сделано правильно, то после воссоединения Шерил и Олесы и их превращения в инкубатор появится Кауфман и бросит Агла-Афотис в инкубатора. Далее монстр падает на пол, а из его спины появится инкуб, который убьет Далию. После победы над инкубом, инкубатор отдает Гарри ребенка и указывает путь к спасению. Гарри, Сибил и Кауфман попытаются спастись, но появится Лиза и утащит Кауфмана с собой в бездну. Гарри и Сибил вместе с ребенком спаслись. Вторая концовка называется «Хорошая». Для ее получения необходимо выполнить побочный квест с доктором, но при этом убить Сибил. Тогда доктор опять появится в конце игры и бросит монстра Агла-Афотис. После победы инкубатор отдает ребенка Гарри, который впоследствии покидает город. Кауфмана также останавливает Лиза. Примечательно, что эта концовка является традиционной и связана с третьей игрой. Дальше следует плохая плюс концовка, которая была у нас в сюжете. И теперь у нас осталась просто плохая концовка. Мы не выполним квест Майкла и убиваем Сибил. После победы над главным монстром Гарри слышит голос Шерил. В следующий момент мы видим, как Гарри находится в своем разбитом автомобиле, из чего следует, что все происходящее было кошмаром и герой умирает. Пятая концовка является шуточной и называется НЛО. Если герой 5 раз использует направляющий камень в определенных местах игры, то появится НЛО и заберет Гарри с собой. В последующих частях серии концовка с НЛО станет постоянным реквизитом игры. Вот и закончилась прекрасная история Silent Hill с его интересным сюжетом и неповторимой атмосферой. Есть много деталей, которые я упустил в угоду звучности и целостности рассказа. Если тебе, любимый слушатель, захочется узнать больше фактов, просто напиши комментарий. Напиши, что хочешь больше знать о первой серии игры, и тогда я сделаю отдельный ролик, в котором соберу любопытные факты. Надеюсь, я смог словами передать тебе неповторимые чувства и эмоции от Silent Hill. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Обязательно поддержите канал, чтобы я смог больше и чаще делать для вас интересные видео. А на этом буду с вами прощаться. Всем еще раз спасибо и пока.